Друзья, всем привет! Вы на канале Давай запишем, у микрофона Александр. Сегодня вашему вниманию большое знакомство с итальянской концертной акустикой. Давайте начнем. Итак, Italian Stage. Кто это такие, откуда они взялись и почему так неплохо играют и стоят дешевле основных конкурентов? Сейчас будем разбираться. И не сомневайтесь, я не забежал вперед по поводу звучания, потому что все уже было заранее отслушано и проанализировано. Теперь по порядку. Компания Italian Stage – это никто иная, как часть знаменитого и известного всему миру предприятия Proel, которое занимается производством акустических систем и микшеров. В силу своего молодого возраста ассортимент на данный момент не богат. 4 микшера, 6 двухполосных колонок, 3 портативные системы, 2 сабвуфера, а также фирменные чехлы для всех своих колонок. Но амбиции у компании достаточно большие, и надо полагать, что это только начало. Да, и здесь же добавлю, что двухполосные колонки серии PA-MK2 имеют свою точную копию, но уже с медиаплеером и Bluetooth подключением. Именуются они PA-UB. Вот как раз сегодня у нас в студии два таких образца присутствуют. Это P108A-UB и P112A-UB. Так, что у нас дальше? Я упомянул о цене на продукцию Italian Stage, которая для нас с вами выгодно отличается от ближайших конкурентов. Не буду голословным, вот вам парочка примеров. Italian Stage P108A MK2 стоит 11 500 рублей. Аналогичная колонка от того же Behringer 15 500. При том, что у итальянки возможностей по подключению будет побольше. Кстати, у нас этой противоборствующей паре посвящено целое видео, которое уже вышло и которое вы наверняка уже посмотрели. Или вот еще пример. Italian Stage P112A MK2 имеет стоимость 14 500 рублей. И очень похожий продукт от Ули великолепного Eurolife B212D почти 20 тысяч. И это опять с проигрышем по коммутационным возможностям. Ну и как вы понимаете, далее по списку эта разница в цене будет постоянно присутствовать. И согласитесь, она не такая уж и маленькая. Я предвижу ваш вопрос. Так может оно дешевле, потому что хуже играет? Отвечаю. Если бы мы сейчас с вами говорили о колонках стоимостью 100-150 тысяч рублей, то спор о качестве звука имел бы место. А все, что касается данного ценового диапазона, это все можно отнести к хитростям, менеджменту, раскрученности и так далее. О глобальной разнице звучания здесь речь попросту неуместна. А коли так, то нафига нам переплачивать? Согласны? Ну вот и молодцы. Кстати, чуть позже в тестовой части нашего ролика возьмем да и послушаем, как играют двенашки от Italian Stage и того же Behringer. Так, с этой частью разобрались. Давайте теперь конкретно о колонках. Какие имеют характеристики, что есть по управлению и коммутации и т.д. Итак, восьмерки, десятки, двенашки и пятнашки. Сразу про деньги. 11 500, 13, 14 500, 16 500. Версии с Bluetooth дороже на 1500-2000. Теперь о герцах. 60-20 тысяч, 55-20 тысяч, 48-20 тысяч, 45-20 тысяч. О ваттах, долгих и в пике. 150-300, еще раз 150-300, 200-400 и еще раз 200-400. Сейчас о децибелах. 123, 125, 127, 130. И последним пускай будет вес. 6 килограммов, 7,5, 11,5 и 16 ровно. Что касается подключений и управления, у всех этих экземпляров оно одинаковое.
Что еще можно добавить? Ручки для переноски у них у всех имеются, причем у 12 и 15 они есть еще и сбоку. Ну и возможность установить настойку, разумеется, предусмотрена. Стаканы стандартные 35 мм. Друзья, мне кажется, достаточно нам теории, давайте уже будем слушать эти колонки. И предлагаю вам принцип тестирования звука такой же, какой мы используем при мониторных тестах. То есть по очереди послушаем каждую пару вперемешку с оригинальным звучанием микса. Ну и плюс к 12 колонкам, как я и обещал, добавим еще и великого приглашенного гостя с фамилией Behringer. Не возражаете? Ну тогда приступаем. Друзья, вот на этом у нас и все. Разумеется, то, что услышал я, в полной мере вам услышать не удастся, в силу того, что передать звук даже через наш дорогущий и классный Lewitt 640, увы, не получается. Но, тем не менее, какое-то представление об этой акустике уже иметь можно, и я уверен, что некоторое мнение у вас уже сложилось. Вот и поделитесь им с нами в ваших комментариях, будет очень интересно. Я желаю всем творческих успехов, спасибо, что смотрите нас, всего вам самого доброго. У итальянки возможностей по подключению будет побольше. Кстати, у нас этой противоборствующей паре... Давай. Да, заговорился новость. Чуть раньше там надо. Да. Ну, что, дорогой, начинаем? Мы вот этот план можем с тобой сейчас